Возникла идея построить такой мультицентр, прежде всего восстановить те здания, которые много лет простаивают на базе бывшей нашей больницы. Я очень рад, что мы центр строим с нашими партнерами в рамках программы «Мэрия за экономический рост». Наша мэрия является участником на протяжении многих лет, и мы с нашими партнерами реализовали на территории села не один проект, который сегодня служит нашему населению. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится и дальше. В рамках нашего проекта мы прежде всего обустроим столовую социальную для того, чтобы наши люди могли принимать одноразовое горячее питание в любое время на территории нашего центра. Мы там сделаем центр по перераспределению материальных ценностей, то, о чем говорили, в принципе, всегда. Мы там сделаем прачечную, там будут гаражи. То есть там будет достаточно уютный уголок, где любой житель села сможет прийти и найти то, что ему недостает дома. Проект «Мэрия за экономический рост», финансирован Европейским Союзом и имплементирован ПРООН, работает с множеством примариями. Одна из них – село Копчак, где мы сейчас строим многофункциональный центр. Для нас очень важно, помимо инфраструктурных проектов, иметь еще и социальный проект. В рамках проекта «Мэрия за экономический рост» основная часть этого проекта для постройки мультифункционального центра была помощь беженцам и помощь нуждающимся людям, также пенсионерам. И для нас очень важно, чтобы этот социальный фактор учелся, и чтобы село Копчак тоже было дружественное и приветственное к беженцам. И также создать эту социальную сплоченность между беженцами и локальным населением. Сейчас находимся на этапе внедрения проекта для создания мультифункционального социального центра. Но так как мы партнеры, мы сотрудничаем вместе с примарией, всегда все проблемы, которые возникают при выполнении работ, мы всегда встречаемся конкретно на объекте, здесь их обсуждаем и принимаем вместе решения. Потому что данный объект финансируется из двух источников финансирования. Это финансы идут из гранта европейского, но вторая половина финансирования идет из контрибуции села. Мы вместе принимаем решения еще потому, что все должно быть обсуждаться транспарентно и должны быть услышаны все точки зрения, чтобы объект получился максимально рациональным и чтобы он отвечал в то же время качеству, стандартам современным, но и функциональности, которая ожидает село от него. Сегодня вот как раз типичное такое посещение объекта с нашей стороны. Мы его называем мониторинговым визитом. И мы сегодня обсудили целый ряд вопросов, что связано с выполнением работ. И почему? Потому что все эти работы должны соответствовать стандартам для их назначения. Ну, к примеру, обсудили вопрос о доступе людей с проблемами физическими в движении, чтобы они могли на своих креслах, на колесиках могли иметь доступ в здание. Где-то к середине мая объект должен быть введен в эксплуатацию. Отделка фасада на стадии завершения уже. Сделана электропроводка, разведена канализация, водоснабжение подведено. Кроме наружных сетей, наружные сети готовятся. И облицовываем стены в санузлах, где столовая, кухня, пищеблок, плитка. И потолки, гипсокартон, гараж, ворота поменяли уже, залили полы, сделали яму смотровую. Поменяли все двери, окна. Предстоит еще двери смонтировать внутренние. Ну и, конечно, отделка, гипсокартон, потолки, шпаклевка, покраска, стены, шпаклевка, покраска, штукатурка завершена. Ну и остается еще и благоустройство территории. Здесь у нас есть брусчатка где-то около 600 квадратных метров. Ну и, конечно, если ничего не добавится, значит, вот основные виды работ, которые были произведены, и те, которые предстоит еще завершить.